Всем привет! Давно не виделись. В нашем сегодняшнем видеообзоре рефрижератор на базе шасси Ford Transit 350M. В нашем сегодняшнем видеообзоре мы рассказываем про базовое шасси, на котором построен автомобиль Ford Transit 350M, изотермический фургон на 6 евро по лет, холодильную установку для поддержания режима 2.8 и кучу вспомогательных устройств для перевозки медикаментов, без которых такие перевозки просто недопустимы. Полное название нашего базового шасси Ford Transit 350M. Ford – это марка собираемых у нас в России коммерческих и легковых автомобилей на совместном предприятии в Татарстане. Транзит – это модельный ряд, который состоит как из вариаций в виде шасси, так и из вариаций в виде цельнометаллических автомобилей. Модификация 350 обозначает полную массу транспортного средства 3,5 тонны, что соответствует Б-категории по водительскому удостоверению. Индекс М – обозначение колесной базы. Средняя колесная база – медиум. До рестайлинговой модификации называлась МВБ. В новых модификациях сокращено до М. Подробно рассказывать про автомобиль мы не будем, у нас есть для этого видеообзоры. Но тезисно вы должны знать, что здесь у нас передняя независимая подвеска, многорычажная, установлены дисковые тормоза, АБС, ESP, система курсовой устойчивости, огромное количество активных вспомогательных систем безопасности. В районе водительской двери находится горловина топливного бака. Объем нашего установленного бака 80 литров. Задняя подвеска у нас зависимая. Установлены рессоры по 2 листа с каждой стороны. По заверениям завода-изготовителя это обеспечивает грузоподъемность шасси в районе 1,6 тонны. После установки фургона, естественно, грузоподъемность уменьшится. Можно рассчитывать где-то на 1,2 тонну 300. При этом на задней оси могут быть установлены как односкатные, так и двухскатная шиновка. В нашем варианте установлена двухскатная шиновка с колесами 16 радиуса, усиленные с индексом С. При этом на задней оси также присутствует большое количество активных вспомогательных систем безопасности. Тот же АБС с системой распределения тормозных усилий и система помощи при трогании в гору Hill Assistant. Неизменной характерной особенностью всего модельного ряда Ford является треугольная форма кабины. Для кого-то в условиях маневрирования города это доставит кое-какие неудобства. Но с учетом того, что здесь приличный радиус разворота, у вас не будет никаких проблем. При этом сама кабина претерпела значительные изменения как снаружи, так и в комфорте внутри. Более подробно смотрите на других обзорах этого автомобиля. Серийно под капотом устанавливается турбированный дизельный двигатель объемом 2,2 литра, мощностью 125 лошадиных сил, крутящим моментом 350 ньютон-метров. При этом он отлично работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой переключения передач. Автомат здесь не предусмотрен. Наш автомобиль претендует на лидерство в своем классе по количеству открытых и скрытых мест хранения. Здесь их огромное количество, сверху, снизу, сбоку, в любом месте. Даже под сиденьем спрятан целый сундук. При этом комплектация нашего шасси самая максимальная. Здесь есть штатный кондиционер, который мы сохранили вместе с холодильной установкой, штатная магнитола, регулируемая рулевая колонка, аэрбэг водителя, центральный замок, сиденье с подогревом, лобовое стекло с подогревом, зеркала с подогревом. Самый максимальный вариант, который был, мы для нашего клиента его здесь и применили. Для сохранения температурного режима +2, +8 градусов круглый год нами был выбран фургон из сэндвич-панелей средней изотермичности. Толщина наших стенок 60 мм. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Этот фургон был изготовлен на одном из наших заводов в Рязани. В качестве внешней обшивки выбрана плакированная сталь. Наружное обрамление нашего фургона, а также задняя рамка выполнена из оцинкованной окрашенной стали. Фурнитура наших дверей штангового типа. Она выполнена из оцинкованной стали.
В качестве внутренней обшивки нашего фургона также используется лакированная сталь. Для перевозки лекарственных препаратов очень важно строгое соблюдение температурного режима +2, +8 градусов круглый год. Неважно, это летом жара, либо зимой жуткий мороз. Поэтому в нашем случае для поддержания этой температуры летом установлена мощная холодильная установка, которая рассчитана аж на 20 кубов, и поэтому будет работать здесь с запасом. При критических температурах отрицательных мы дополнительно установили независимый дизельный отопитель фургона. Поэтому, если будет на улице даже больше, чем -25, эта пушка, установленная здесь, спасет положение и нагнетет нужную вам температуру +2, +8. Пульт управления автономного отопителя фургона установлен слева от водителя и имеет возможность контролировать внутреннюю температуру. А пульт управления холодильной установкой располагается на центральной части нашей торпеды, внизу. Для контроля за температурой внутри кузова нами был установлен регистратор температурных данных. У него есть сертификат поверки. Это очень важное требование для перевозки медикаментов. Имейте это в виду. Средняя колесная база нашего шасси предполагает установку фургона длиной 3,5 метра, шириной 2,20 и высотой 2 метра. 2 метра – это стандартная высота. Наш фургон увеличенной высоты 2,20. В пересчете это дает нам 17 кубов по наружным габаритам, а внутренний объем получается 14,5 кубов. А если вы возите в палетах, то можете рассчитывать на 6 евро палет внутри этого фургона. Для уменьшения аэродинамического сопротивления на маршрутах по межгороду нами был установлен дополнительный обтекатель со специальным вырезом под холодильную установку. Самое время подводить итоги. Ford Transit представлен на нашем рынке довольно давно. У нас наша модификация средняя колесная база. Можно установить изотермический или иной кузов кубатурой от 14 до 17 кубов. Вместимость нашего автомобиля 6 евро палет. На автомобиль предполагается гарантия 2 года без ограничений по пробегу. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Грузоподъемность нашего автомобиля в районе 1,5 тонн. Задняя двускатная шиновка. По ПТСу делаем 990 килограмм, и автомобиль въезжает в пределы третьего транспортного кольца. Б-категория 3,5 тонны полной массы. Наш автомобиль подготовлен для перевозки медикаментов с жестким соблюдением температурного режима +2, +8 градусов. На случай зимы у нас есть дополнительный независимый отопитель фургона. Кузов наш имеет протокол испытаний. Внутри автомобиля установлен регистратор температурных данных с поверкой. Все это даст возможность вам получить СПС – сертификат перевозки скоропортов. Это новые все вещи, которые сейчас вводятся в оборот, и так или иначе к этому мы жестко придем. Поэтому сразу имейте это в виду. Есть вопросы? Пишите, звоните, заезжайте. Мы немножко замерзли, но счастливые, потому что сделали это для вас. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин. Пока.